Меня зовут Лена, я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший апельсиновый чизкейк. В нем необычный слой из печенья, нежный и вкусный сырный слой с мягкой приятной текстурой и апельсиновый топпинг. Для основы нам понадобится печенье. У меня это сегодня покупное безглютеновое печенье на амарантовой муке с курагой и морковью. Выбрала я его за яркий вкус и чистый состав. Это печенье от корпорации D&D. Многие знают их как производителя безглютеновых хлебцев и другой продукции для здорового питания. За что они мне нравятся? Все эти продукты содержат амарантовую муку и топинамбур. Не сироп, а порошок топинамбура. Он дает и сладость, и пользу для кишечника и микрофлоры. О пользе амарантовой муки, я думаю, многие знают. Она славится высоким содержанием сквалена, белка, клетчатки, витаминов и минералов. Ну и, конечно, эти продукты не содержат сахара, добавленной фруктозы и глютена. Только природные подсластители стевия и изомальт. Никаких усилителей вкуса и ароматизаторов, натуральные курага и морковь. Хлебцы от D&D не содержат дрожжей, маргарина, красителей и крахмала. В их составе амарант, кукуруза, рис, топинамбур, но и тоже натуральные добавки – простые лук, чеснок, томаты и специи. А высокое содержание клетчатки в хлебцах ведет к снижению усвоения углеводов и калорий из них. Из таких круглых хлебцев можно приготовить отличные новогодние закуски-елочки, рецепт которых уже есть на моем канале. Еще я люблю их амарантовые отруби с ламинарией. Даже дети едят, хотя, казалось бы, водоросли мало кто любит, но здесь их вкус неощутим. А ведь это прекрасный источник йода и других витаминов и минералов. Всю продукцию от корпорации D&D я обычно заказываю на Озон или Wildberries. У компании большой выбор полезных и вкусных продуктов. Ссылки на них я оставлю в описании под видео. 140 грамм печенья измельчаем в мелкую крошку с помощью блендера. Чтобы эту крошку склеить в единую массу, мы будем использовать апельсиновый сок. Ориентировочно понадобится сок от половинки апельсина, но лучше добавлять постепенно и следить за консистенцией. Добавляем и перемешиваем. У меня ушло примерно 55 грамм сока. Вот такая консистенция нам нужна, похожая на мокрый песок. Печенье легко утрамбовывается в плотный комок, но при этом оно не мокрое, не липкое и по-прежнему немного рассыпчатое. Собирать чизкейк я буду в кондитерском кольце диаметром 16 см. Кольцо сразу ставлю на подложку, на которой будет подаваться чизкейк. Вдоль бортиков прокладываю слой ацетатной ленты для легкого извлечения. Выкладываем слой печенья. Тщательно утрамбовываем. Можно воспользоваться стаканом с плоским дном. Края очень удобно выровнять с помощью простой ложки. Эту заготовку храним в холодильнике до готовности сырного слоя. В 60 граммах воды замачиваем 10 грамм желатина и оставляем набухать по инструкции. Все ингредиенты для сырного слоя обязательно заранее достаньте из холодильника. Они должны быть комнатной температуры. В отдельной чаше соединяем 400 грамм творога. Подойдет творог любой жирности, но очень важно, чтобы творог был свежий, а также чтобы он был не слишком жесткий, иначе его крупинки могут остаться и чувствоваться в готовом чизкейке. Ну и, конечно, не менее важно выбрать вкусный творог. Добавляем к творогу 200 грамм греческого йогурта. Обычный нежидкий йогурт тоже подойдет. У меня количество подсластителя эквивалентное 200 грамм сахара, то есть сладость достаточно активная. В десерте с творогом в составе такое количество обычно оправдано, но вы, конечно, можете попробовать на свой вкус. Измельчаем творог с йогуртом до однородности с помощью блендера. Здесь очень важно избавиться от всех мелких комочков, так текстура чизкейка получится максимально гладкой. Соскребаем со стенок из самого блендера лопаткой, чтобы собрать все комочки. И их тоже тщательно измельчаем.
К моменту введения остальных ингредиентов творожные продукты должны достичь комнатной температуры, по крайней мере, не быть холодными. Когда желатин набух, нагреваем его любым удобным способом – в микроволновке или на плите, до растворения. К творожной массе добавляем также немного соли, буквально 1 грамм. Она всегда актуальна в чизкейках. И 50 грамм сливочного масла. Масло даст сливочный вкус и приятную текстуру. Вместо него можно использовать масло ги или кокосовое, либо добавить сухое молоко. Добавляем к остальным ингредиентам растопленный желатин. И тщательно перемешиваем блендером до полной однородности. Получается гладкая однородная масса. Заливаем сырный слой на основу из печенья. Слегка разравниваем лопаткой вот такими похлопывающими движениями. Поверхность выравнивается сама. Можно слегка потрясти подложку вместе с формой. Отправляем чизкейк в холодильник примерно на 4 часа. Для апельсинового слоя нам понадобится 3 грамма желатина. Замачиваем его в 18 граммах воды. Отжимаем сок из одного апельсина. Процеживаем его через сито. Нужно, чтобы получилось 90 грамм сока. Для цвета добавляем буквально 1/6 чайной ложки куркумы. Это не обязательно, но с куркумой слой получится поярче. По желанию можете добавить подсластитель. У меня апельсины достаточно сладкие, я не добавляю. Выкладываем сюда набухший желатин. Прогреваем смесь до его полного растворения и оставляем желе остывать. А пока можно нарезать апельсин для декора. Нам нужны круги примерно одинаковой толщины 5-7 мм. Я выбираю круги примерно одинакового диаметра и разрезаю их на 4 части. Достаем охлажденный чизкейк. На этом этапе ему не обязательно быть полностью застывшим. Достаточно того, чтобы хорошо застыла его поверхность. Выкладываем кусочки апельсина. Тут, конечно, можно проявить фантазию. Можно вообще выложить кусочки внахлёст, как вам больше нравится. Я рекомендую немного вдавливать кусочки в сырный слой, чтобы они зафиксировались и не передвигались потом в желе. Заливаем поверхность слоем желе. В идеале нужно покрыть апельсины тонким слоем желе, но чтобы их все-таки было хорошо видно. Отправляем чизкейк до полной стабилизации в холодильник еще как минимум на 1,5 часа. Когда чизкейк полностью стабилизировался, снимаем с него кондитерское кольцо и ацетатную ленту. Он уже очень яркий и красивый. Я лишь дополню декор листиками мяты. Вот такой простой и очаровательный чизкейк получился. Яркие, но в то же время натуральные цвета и не менее яркий вкус. Давайте его разрежем. Слой из печенья здесь с кислинкой, и надо сказать, что это очень вкусное сочетание курага и апельсин. Это самая яркая нотка в этом чизкейке. Нежный и вкусный сырный слой с мягкой приятной текстурой. Никто не заметит здесь творога за счет и сладости, и соли, и сливочного масла в составе, а количество белка при этом высокое. И завершающая нотка в этом чизкейке – это апельсиновый слой сверху. В нем сочный вкус апельсина отлично дополняет все остальные слои. Вместе это очень свежо, ярко и насыщенно вкусно. Этот чизкейк не оставляет после себя тяжести в животе и дарит только приятные эмоции. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!